Всем привет, дорогие друзья! Ну что, скучали? Я тоже очень скучала по украшениям, по видео. Ну, появилось окошко у меня небольшое, и сегодня хочу сделать украшения именно с этими бусинками. Тигровый глаз, посмотрите, какие красивые, граненые, сантиметр на сантиметр бусинка, плоская вот такая. Ну, толстенькие, они не совсем тоненькие. Пухляшки такие, красивые бусинки. Я их покупала, по-моему, поштучно были. Не помню, по 10 штук, не в ниточке. Я оставлю ссылку, если, конечно, она не сгорела. Они недорого стоили. И что мне нравится в тигровом глазе, никогда подделок не бывает. Ну, как его подделать? Никак. Такой красивый камень. И мне всегда нравилось сочетание тигрового глаза с турквенитом. Очень красиво, думаю, смотрится. И я уже делала когда-то украшения. И у меня их в наличии нет. Очень нравится такое сочетание. И, конечно, будет фурнитура бронзовая у меня. Я подготовила вот такие шапочки малюсенькие, бронзовые. Потом вот такие крупные, как цветочки. Они хорошо подойдут к вот этим бусинкам, так как турквенит у меня, сейчас я скажу, 12 миллиметров. И хорошо, я думаю, вот так вот, смотрите, по размеру подходят шапочки. И по краям я буду закрывать шапочками такими. Потом мне понадобятся вот такие волнистые проставочные бусины. Я думаю, они послужат мне вот так, как будто шапочка будет облегать бусинку маленькую. Это малюсенький 5 на 6, по-моему, миллиметров. Ну и буду я делать двухрядное украшение впереди именно. И соединять я хочу на коннекторы 2 ряда. У меня вот такие есть коннекторы. Они тоненькие, но не гнутся. И дело в том, что они односторонние. Здесь обратная сторона красивая. И они несимметричные. Как видите, рисунок какой. Я подумала, может быть, их вместе соединить, и будет с двух сторон рисунок. Ничего, что здесь не совпадает с двух сторон рисунок. Его практически, вот посмотрите, когда я совместила, как показать, его и не видно. Зато совпадают вот эти части все, нижние, колечки. Ну, а здесь, я думаю, ничего страшного не будет. Можно будет не обращать внимания, какой стороной надевать украшения. Вот что мне нравится. Ну, и будет у меня двухрядное украшение. И на последние колечки я буду крепить тросиком. На тросике буду собирать. И показывать, конечно, буду вам, как я это буду делать. Здесь я не знаю, пройдет ли протектор, колечки маленькие. И, может быть, я даже без протекторов буду. Я посмотрю. Если пройдет, конечно, поставлю. Если нет, можно и колечки, наверное, поставить. Ладно, это потом уже. Сначала собираю ряды. 2 ряда. Тросик у меня 0,38. Не длинные будут бусы. И есть у меня вот такие еще круглые граненые. Это 12 миллиметров бусинка. Вот смотрите, даже на ниточке отличается. 2 бусинки, это больше, другая меньше. Покупала как 12 миллиметров. Сейчас я здесь хочу выбрать самую красивую бусинку. Ну вот она мне и попалась. Она большая. И все бусинки, как ее ни крути, она со всех сторон красивая. И вот такие у меня есть бусинки. Это уже будет, наверное, сзади на шею, на окончание бус. Я буду их ставить. Ну и сейчас мне нужно придумать, как я хочу собрать, какую композицию составить красивую и интересную. Вот так вот. Мне нравится, когда вот шапочки, они, не помню сколько, миллиметров, 12 миллиметров. Но тут вот хорошо они подходят именно к плоским бусинкам, как вы видите. Здесь, наверное, должна быть бусина
миллиметров 18, чтобы обхватила такая шапочка. Начну сейчас я собирать и показывать вам. И вот так шапочки маленькие будут прикрывать бусинку. Но здесь мне понадобятся еще маленькие вот такие проставочные бусинки, так как отверстие в шапочках вот маленьких, оно крупное. И вот так становятся маленькие бусинки в отверстие, и они как шарниры. Удобно и двигается все пластично. Ну и теперь надо уже такую бусинку поставить. Беру я шапочку, то есть не шапочку, а вот такую волнистую проставочную бусинку. И с двух сторон ее. И вот посмотрите, как она здорово смотрится. Бусинка как в шапочке. Могут переворачиваться такие бусинки. Я всегда с осторожностью такие покупаю, но бывает хочется. Именно квадратные, плоские. Но когда ложится это все на шею, это смотрится просто замечательно. Ну, сейчас я наберу и покажу вам. И вот так у меня получился один ряд. Это будет верхний ряд. Здесь я поставила 3 таких бусинки и по 2. Пока я оставила квадратные бусинки на окончание, посмотрю, как будет дальше это все укладываться. И сейчас я буду набирать уже второй ряд. Посередине я хочу поставить круглую бусинку, как вы уже поняли. А хочу я поставить, сейчас попробую, вот в такую шапочку. Она так хорошо обнимает бусинку. И вот так вот может двигаться. И бусинка граненая, и эти бусинки граненые, я думаю, как бы сочетается. Хотела я сначала поставить круглую простую бусинку, но потом нашла у себя граненые. Мне кажется, они лучше будут как бы сочетаться. Граненые с граненными бусинками. И здесь, конечно, тоже. Ага, здесь провалилась, посмотрите. Бусинка провалилась. Здесь отверстие побольше уже. Так, а у меня есть вот такие вот бусинки, чуть побольше. Вот, видно вам, да? Отличаются. Эти такие бусинки я покупала недавно на ярмарке мастеров, где я покупала кокосовые бусины в этом магазине. Зовут Наталья, хозяйку магазина, и у нее очень много интересных материалов, бусин. И я там кое-что прикупила, потом вам покажу. И эти бусинки тоже я там покупала. У меня есть такие шапочки обжимные, помните, я показывала, они как шершавые. И у нее я нашла такие же бусинки, 100 штук в комплекте. И я думаю, почему бы не взять, и недорого они у нее стоят. Мне они понравились. Так, что дальше? Что дальше? Что дальше? Я вот такую шапочку надеваю. И потом турквенит надеваю. Да, может быть, здесь 3 поставить? Попробовать. И здесь 3 будет, да? Вот так вот. Ну, я думаю, так оставить. Как вы думаете? Вот жалко, да, что нет прямого контакта. Я бы у вас спросила, а вы мне бы ответили. Ну и вот так сейчас я буду уже собирать дальше второй ряд. Я не хочу, чтобы они близко были друг к другу, а какое-то расстояние между рядами было. И посмотрите, как здорово получилось. Здесь и у меня получились квадратные бусинки на окончание. Одинаково. Я думала, будет немного по-другому, но вот так вот вышло. Ниже я не хочу делать уже. Сильно низко будет. А вот так в самый раз. Думаю, неплохо смотрится. Красиво. С турквенитом. Ну и теперь мне надо это еще все прикрепить, чтобы они смотрелись красиво. Правильно? Ну, я думаю, неплохо. Так, сейчас я попробую поставить протектор. Вот протектор не проходит. Я тогда думаю, может быть, колечки поставить. А вот вспомнила я, что у меня шапочки бронзового цвета гладкие. Это у меня шершавые были медного цвета шапочки обжимные, бусинки. Памяти нету, девчонки. Все забываешь.
уже столько материала, что и не помню, что у меня есть. Когда начинаю перебирать, вспоминаю, о, сколько у меня много интересного. Бывает и такое. Ну и, наверное, я вот так сделаю. Что-то мне тут пришло в голову. Интересная идея. Крем. Потом вот такую ромашку беру. И петелька будет на этой ромашечке. Теперь я обратно завожу. И здесь я уже зажимаю кримп. Так, для обжимной бусинки надо оставить место. Прям близко не надо зажимать. И вот так зажимаю. Вот так у меня будет ромашечка на окончании. Не знаю, что-то мне прям вот только что так захотелось сделать. Не знаю почему. Теперь я закрываю здесь обжимную бусинку. Не знаю почему, мне всегда хочется ее зажать так, чтобы не было видно щели. Аккуратненько сделать. И теперь провожу вот так. Здесь я возьму колечко, надену вот так вот. Сейчас посмотрю, как это будет все выглядеть с двух сторон. Вот у меня получилась вот так вот обжимная бусинка. Все равно какая-то маленькая щелочка получается. И я потом переверну это. Ну да, у меня же будет с двух сторон двухстороннее украшение. Ну, ничего страшного. Это же не смертельно. Вот эта вот щель, наверное, только меня добивает. Кто-то на это не обращает внимания. Я вот видела украшения, какие там бывают, старые, которые уже древние. Там вообще шапочки эти обжимные так надеты, так зажаты, что, не знаю, это, наверное, только рукодельницы на это обращают внимание, да? Мы, кто делаем украшения. Так, а теперь не пережать. Я обратно захожу сюда и в бусинки. Ну и теперь я зажимаю и надеваю опять обжимную бусинку. Все такое малюсенькое. Ой, ой-ой, не люблю так делать. И вот так получилось. Интересно. Так, это у меня нижний ряд будет крепиться вот здесь. Так, а колечки мне нужны. Это надо попробовать сейчас. Получится у меня такая идея. Ну и вот так я прикрепила колечками. Это потом все соединится, я думаю, и двигаться не будет. Ну вот так вот соединила. Что-то интересненькое, что-то новенькое. Ну и сейчас я второй ряд уже сама, наверное, прикреплю. И вот так у меня получилось 2 ряда. Бусинки укладываются. И вот так вот я соединила. Неплохо. Неплохо смотрится. Здесь можно что-нибудь подвесить. Ну, я думаю, не буду. Хотя можно было какое-нибудь в это пространство, да, маленькое что-нибудь подвесить. Я подумаю. И все двигается, что мне нравится. Бывает, что переворачивается вот с кольцами. Я думаю, пластично двигается и ничего не перекручивается, не цепляется. Ну и теперь я окончание бус надо придумать теперь. Осталось у меня таких 2 бусинки. Я сделаю, возможно, серьги. Ну а на окончание я, наверное, возьму вот такие бусинки. Это у меня 8, наверное, миллиметров. И украшение я сделала. Посмотрите, как у меня получилось окончание. Я не стала показывать. Тут ничего сложного. Просто я набрала бусинки вот так. Здесь я закрыла кримпы и поставила вот такую бусинку. Окончание цепочка небольшая, так как, я думаю, и удлинять не стоит, потому что лежит на груди, очень хорошая длина. И поставила вот такую бусинку. Желудь. Не знаю, попалась она мне под руки и захотелось мне ее прикрепить. Она будет свисать красиво. Ну и карабинчик, конечно. Очень понравилось мне, интересно. Такие украшения у меня почему-то долго не задерживаются. Вот сколько я делала раньше, у меня их сразу покупают именно в таком тоне, именно в такой гамме. Сочетание цветов нравится, как я уже сказала нашим покупателям. И у меня их давно не было, и я решила сделать и
такое интересное украшение, двухрядное. Я к ним еще сделала серьги. Посмотрите, как интересно получились. Я нашла вот такие рамки квадратные. И так перекликается квадратная с бусина. И вот такие швензы, которые недавно я показывала в распаковке. Они тоже таким ромбиком. И я думаю, неплохо будет смотреться и такие сережки. Они не длинные. И это украшение будет у меня на ярмарке мастеров. Кому интересно, пишите, заходите, смотрите, выбирайте. Надеюсь, вам понравилось мое украшение. Пишите комментарии, будем общаться, как всегда. Мне интересно ваше мнение. Творческих вам успехов желаю. Ну и я сейчас тоже буду что-то придумывать новенькое. Не забывайте на Дзен переходить, подписываться. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!